Продолжение разговора о том, о розыгрыше, о выигрыше лотереи. Вот много таких случаев. Это я хотела еще добавить от себя, от последнего разговора, как бы, про лотереи, когда я в молодости покупала эти лотереи. Так вот, почему я не выигрывала? Сколько брала, было денег потрачено, для чего я вообще как бы покупала. Покупала, потому что такое время было, ну, для меня это было как бы, может, тяжелое время, может быть, даже безденежье, а может быть, как бы психологически мне было трудно. Скорее всего, психологически мне было трудно. Я в молодости всегда же что-то ищешь, что-то новое, охота, что-то другое. И, наверное, вот эти вот крайности я кидалась, я покупала лотереи, но это было просто какой-то момент. Вот этот момент просто я даже вспомнила. Это было не постоянно. Именно вот в тот момент, когда мне было, наверное, нечем заняться. Наверное, я не знала, чем заняться. Как раз я была без работы, хотела, голову охота было куда-нибудь воткнуть и чем-то себя, вот мысли свои занять. И вот я как-то это случайно начала вот эти вот лотереи покупать, думала, выиграю, хоть как-то отвлекусь от насущных проблем там, от того, что меня беспокоило. Я вот именно от этого я и как бы отвлекалась. Покупала, но ничего не выигрывала вообще абсолютно. Вот сейчас я это вот рассуждаю, об этом говорю. Почему? Наверное, скорее всего, меня Бог от этого и, как можно сказать, оберегал от выигрыша, скорее всего. Может быть, вам покажется смешно то, что я говорю. Ну, не типа как бы не каждый выигрывает, это редкие случаи. А я так считаю, что меня Бог от этого, от выигрыша оберегал. Потому что вот кто выигрывал, есть, были же случаи, которые выигрывали очень большие суммы. Что впоследствии, что с ними стало? Много случаев. Кого обворовывали, потому что розыгрыши были такие большие, это редкий случай, кто выигрывал. Вот их и обворовывали, было много завистников. Или они как-то случайно умирали, погибали. Такие негативные последствия были. Это большие выигрыши, как говорят же, это шальные деньги. А шальные деньги, сами знаете, чем они оборачиваются. Когда человек получает такие большие деньги, он теряется, он даже не знает, на что потратить. Как они прибывают, эти деньги, быстро, так они и утекают. И последствия бывают очень негативные, страшные последствия. И я так считаю, что меня действительно Бог оберегал от этого, от этих выигрышей. Я так думаю. Это уже в прошлом, и это не длилось так длительно. Это какое-то, ну, сейчас я вспоминаю, это какой-то миг моей жизни, то, что я вспомнила. А если так порассуждать, поразмыслить, ведь в каждой вот в такой мелочи мы этого не замечаем, а на самом деле скрываются свои какие-то позитивы есть, свои негативы есть. Вот то, что я тратилась, это уже негативно. Повернула свою голову или мысли вот
на эти лотереи, покупала их, вот растрачивалась, время свое тратила драгоценное, деньги свои тратила. Возможно, это нужно было потратиться. Как говорится же, иногда вот эта вот трата, она тоже имеет свой смысл в жизни. Я как бы э, этими покупками, это от меня же шло, расход как бы пошел от меня. Я этим свою жизнь э, приберегла. Я вот так считаю, приберегла от несчастных случаев, от шальных денег, от всего негатива, от плохого, ну, все такое. И я как бы сделала вывод, что я ничего не выигрываю, а зачем я вообще трачу? Зачем? Для чего? Это дальше уже не должно было как бы продолжаться. Дальше я уже не хотела вообще в это ввязываться и правильно сделала. Вот такое вот иногда бывает в жизни, и мы этого не замечаем, как бы не думаем, как для нас, как день ясный. Вот день наступил, ну и ладно, день прошел, и слава Богу. На самом деле, каждая минута в нашей жизни, каждый день — это наша история прожитая. Это я сейчас уже так думаю. И каждый день нужно как бы проживать не впустую. Нужно, ну, что-нибудь, чем-нибудь себя как бы занять таким делом, чтобы была польза. Польза для себя, польза для своих родных, для своей семьи. Хоть минимальная, но была польза. Для своих родственников, возможно, в каком-то смысле. Ну, для окружающих людей, польза для животных, ну и так далее. Это можно перечислять бесконечно. Польза для ума, вот, например, что-то сегодня я там прочитала, узнала для себя, книгу открыла, прочитала несколько страниц, и уже думки, мысли пошли совсем другие. В книге, а в книге, видите, в любой книге есть свой смысл. Любую книгу откройте, там есть свой смысл. И то, что автор пишет одно, но а читатель может думать совсем о другом, между прочим. У каждого ведь свои мысли, и у каждого свое мнение. И поэтому в любой книге есть, если прочитать и поразмыслить, есть над чем. И призадумываться, и что-то для себя принять, что-то взять для себя на заметку, какой-то пример, что-то даже, иногда книга даже помогает, в жизни она помогает, когда нужно какое-то вот когда бывают такие моменты, что я, например, не могу принять решение вот в каком-то деле, а когда я прочитаю книгу, вот она иногда помогает, и не иногда, а я могу сказать с уверенностью, всегда книга помогает, потому что книга, вот когда читаешь ее, она заставляет думать, взвешивать, рационально взвешивать, делать выводы, брать для себя какие-то моменты положительные. Вот если читаешь, например, описывается в книге чья-то судьба, а между прочим, все, что новое, это давно позабытое старое, я вам могу сказать. И поэтому книги сейчас вот многие же говорят, что это не актуально. На самом деле это нужно читать книги, чтобы принять решение в жизни, если ты в жизни не можешь себя найти. А ведь многие не могут себя найти и в 40 лет, и в 30 лет, и в 50 лет, и в 60 даже есть люди, которые не могут себя найти.
А когда человек читает, он себя потихонечку, постепенно находит свое место в жизни, находит свое, как бы, ну, начинает рассуждать по-иному, по-другому думать, мыслить по-другому, разговоры совсем другие получаются. Язык развязывается. Вот кто не мог раньше, ну, до этого вот кто не мог связать двух слов, когда начинает читать, у него развязывается язык, начинает мыслить. И поэтому книга – это друг, как говорили раньше. И дарили, самый, говорили, ценный подарок. Это книга действительно самый ценный подарок, я так считаю. И в наше время это книга. Любая книга. Но вот когда изначально не знаешь, что читать, вначале нужно все книги читать. Вот какие есть дома книги, вот читайте. И читайте до конца. Не забрасывать, вот начали и все, и на этом осталось. Нет, прочтите книгу до конца, поймите, о чем она, в чем смысл, о чем автор хотел этим сказать. Когда прочитаете книгу до конца, тогда и поймете, и начнутся у вас совсем другие думки, я могу сказать, другие мысли, мнения совсем другое, разговоры совсем другие пойдут. А если начнете и дальше читать, потом уже определитесь, в какой линии, ну или в какую сторону, ну как лучше сказать, какие именно книги вам будут нравиться. Литературные, классика, это уже после вы сделаете вывод, когда прочтете несколько книг. Детективы, исторические книги, либо научные, технические. Жанров очень много, и человек начинает после прочтения книг, ему все больше и больше охота читать, и он находит смысл жизни, смысл своей жизни, не чьей-нибудь, а своей личной жизни. Он начинает ну, дальше уже я не хочу дальше уже продолжать, потому что можно говорить много. И это как бы одно накрывает на другое, тема уже меняется. Я вот начинала одно, теперь, как говорится, вот так подумала, уже совсем говорю о другом. Продолжу в следующем своем видеообзоре. Всем пока.